Проекты меморандумов Москвы и Киева по урегулированию украинского кризиса скоро будут представлены, заявил Дмитрий Песков. Пункты российского варианта дорожной карты пока не раскрываются. Хватает и того, что пишется документ под звуки ПВО, сбивающего киевские беспилотники, а в хоре противоречивых новостей о будущем мире вновь солирует ядерная повестка. Оставить без реакции фразу хозяина Белого дома о том, что если бы не он, то есть Трамп, то у Путина и России были бы реально большие проблемы, Дмитрий Медведев не смог и выдал в сети прозрачный намек. Единственная реально большая проблема – это Третья мировая война. Надеюсь, Трамп это понимает. Тут же в ветку обсуждений под постом прилетел комментарий спецпредставителя Трампа по Украине Кета Келлога, который упрекнул зампреда российского совбеза в несерьезной риторике. Дизлайки от Келлога говорят о том, что США не относятся к ядерной теме серьезно, считает политолог Марат Баширов. Между тем, для Москвы эта тема очень серьезна. Единственная страна, которая может применить ядерное оружие в защиту своих интересов в этом конфликте – это Россия. И все об этом знают. На этом фоне Келлог со своей критикой Медведева выглядит очень несерьезно. Более того, он своим комментарием демонстрирует, что и отношение Белого дома к теме применения ядерного оружия не является серьезным. Прокомментировал виртуальную перебранку представители российского и американского истеблишмента эксперт. Тем временем Трамп, после намеков про очень плохие вещи, которые могут приключиться с Россией, конкретизировал свои угрозы и в разговоре с журналистами пообещал обдумать новый пакет сокрушительных санкций против России. В самой Америке такую перспективу ждут с ужасом. Сенатор-трампист Рэнд Пол назвал законопроект, разработанный его одиозным коллегой Линдси Грэмом, признанный террористом и экстремистом в Российской Федерации, экономической катастрофой для США. По мнению Пола, вторичные тарифы в 500% на товары из стран, торгующих с Россией, обернутся последствиями, диаметрально противоположными задуманным. Будет нечто в стиле «назло бабушке отморожу уши». Санкционные угрозы в адрес России могут закончиться тем, что торговые партнеры Америки перестанут таковыми быть и переориентируются на Китай, считает Марат Баширов. Такой сценарий катастрофичен для самого Трампа, ведь он разрушит собственное предвыборное обещание. Трамп обещал сделать Америку снова великой. Это невозможно без экономики. Американский президент – человек энергичный, немного сумбурный, но надо смотреть на практические действия. Чтобы сделать Америку снова великой, нужно защитить как можно больше производств на территорию США. Нужно затащить как можно больше производств на территорию США. Но люди, которые занимаются не только политикой, но и экономикой, понимают, произвести товары можно, а продавать-то куда? Внутренний рынок США столько не съест, будет перепроизводство, отмечает эксперт. Критики новых санкций подчеркивают, что это шаг лишь подтолкнет Китай, Россию и даже Европу к более тесному экономическому сотрудничеству. А для Трампа единая Евразия – кошмарный сон. С тем же успехом американская экономика могла бы лизнуть качели в мороз. Впрочем, вполне возможно, что единственные качели, которые грозят Штатам и остальному миру, эмоциональные, на которых изо дня в день катается Трамп. Кроме того, у хозяина Белого дома есть и еще одна головная боль. Им надо как-то состыковать российские и украинские проекты меморандума, чтобы переговоры получили новый импульс. Пока американцы не обнародовали содержание проекта меморандума, который передала им киевская сторона. Российский проект еще не готов. По словам Дмитрия Пескова, его подготовка входит в завершающую стадию. Пишется документ далеко не в самой спокойной обстановке. Нельзя исключать, что каждым новым ударом БПЛА по российской территории пункты меморандума переписываются в сторону ужесточения. Однако западные СМИ раздобыли информацию о якобы условиях России. Кстати, Песков советует любым подобным сливам не верить. Но любопытно, что опубликованный Reuters список требований, которые, по данным агентства, исходят от Кремля, пересекается с заявлениями Сергея Лаврова на встрече высоких представителей по вопросам безопасности, которая прошла в среду. Вот какие условия выдвигает Россия по версии Reuters. Письменное обязательство Запада прекратить расширение НАТО на восток, чтобы Украина, Молдова и Грузия не вошли в альянс. Нейтралитет Украины и обеспечение защиты русскоязычного населения, снятие антироссийских санкций, решение вопроса замороженных активов. О внеблоковом, нейтральном и безъядерном статусе без НАТО для Украины говорил и Сергей Лавров.
Также глава российской дипломатии отметил, что наша делегация в Стамбуле настаивала на отмене дискриминационных законов в отношении русскоязычного населения и православной церкви. Ряд аналитиков заметили, что ни в публикациях западной прессы, ни в словах главы российского МИДа не прозвучали требования относительно судьбы тех частей новых российских регионов, которые сейчас находятся под контролем ВСУ. Политолог Сергей Марков предположил, что территориальный вопрос может отойти на второй план на фоне куда более глобальных вопросов, которые и были озвучены господином Лавровым. Россия борется не за территории, заявил эксперт. Россия борется за ликвидацию проекта «Антироссия». Возможно, Россия будет согласна за компромисс по поводу Запорожья и Херсона. Но только если Киев и Запад согласятся на все остальные наши требования. Если Херсон и Запорожье будут жить на свободе, а не в концлагере, как сейчас, то могут остаться в составе Украины. Я бы формулировал наши требования еще жестче, чтобы Украина вернула свою политическую систему в ситуацию до 2014 года. И Украина должна вернуть демократию. Ну, насколько все это правда, это, конечно, очень большой вопрос. Все-таки новые территории уже прописаны в Конституции Российской Федерации. Поэтому не думаю, что так это произойдет. Еще одна интересная новость, кстати, тоже по поводу Трампа и всех его этих великих тарифов. Фондовый рынок с ликованием воспринял отмену пошлин Трампа Федеральным судом США. Высочайшие за столетия тарифы и планы президента Дональда Трампа по сокращению налогов напугали инвесторов, которые подхватили опасную торговую идею, продая Америку из-за опасений, что торговая война нанесет ущерб мировому росту. Этому безумию был положен конец одним решением Федерального суда, отменившему тарифы и пошлины Вашингтона в отношении почти всех стран мира. Активы США получили ощутимую поддержку в четверг после того, как подавляющее большинство глобальных тарифов президента Дональда Трампа были признаны незаконными и заблокированы торговым судом США. Верховный суд США в конечном итоге может вынести последнее слово в этом важном деле, которое может повлиять на триллионы долларов в мировой торговле. Одной лишь новости о блокировке тарифов, несмотря на то, что администрация Трампа быстро подала апелляцию на решение, было достаточно для ликования на фондовых рынках всей планеты. Всевозможные индексы и показатели активно резко возросли ночью и утром в четверг. Акции крупных технологических компаний подорожали, нефть также увеличилась в цене, а доходность облигаций достигла предела. Также, как сообщает Reuters, стал дорожать доллар, который терял в цене все это время. Его прирост составил до 0,5% только за утро. Если администрация не победит в апелляционном суде, отскок глобальных финансов и сырьевых товаров может продолжаться, прогнозируют эксперты. Ну, что, кстати, касается апелляции, то, насколько я знаю, американские суды, особенно экономические, торговые, то апелляция будет рассматриваться в течение полугода, но президент может запросить экстренное рассмотрение апелляции, а это займет еще около 4 месяцев. Ну, то есть не полгода, а 4 месяца. В любом случае, рынки пока будут очень радоваться. По крайней мере, это лето и, скорее всего, осень.